В небольшом фермерском сообществе группа фермеров принимает необычное решение. Они выгоняют 33 тысяч кроликов на открытое поле. В то время это казалось самым простым решением насущной проблемы. Но то, что произошло в течение следующих 50 лет, это история, которую никто не мог предсказать. И то, что произошло в конце, действительно шокирует. Это было весной 1970 года. Утреннее солнце заливало холмистые поля Уиллоу-Брука, небольшого фермерского поселка, расположенного в самом сердце сельской местности. Сколько себя помнил, эти поля были источником жизненной силы города. Их плодородная почва давала урожаи, которые кормили семьи и обеспечивали им средства к существованию. Но когда фермеры собрались в ратуше в то судьбоносное утро 1970 года, их объединила не гордость за свою работу. Это были разочарование, гнев и страх. Проблема была не в засухе или истощении почвы. Это были не вредители, по крайней мере, необычные. И виновниками были кролики. Поначалу кролики казались безобидными, почти милыми. Несколько их прыгающих по живой изгороди животных остались незамеченными, а некоторых даже приветствовали дети фермера. Но кроликов долго не бывает мало. К тому времени, когда все осознали масштаб проблемы, было уже слишком поздно. Поля были опустошены, урожай выжжен дотла, а жизненная сила Уиллоу-Брука оказалась под угрозой. Теперь, внутри скрипучей старой ратуши, фермеры стояли перед лицом невозможного решения. Его тяжесть висела в воздухе, такая же густая, как запах сырого дерева и земли. Джеймс Картер, пожилой фермер с хмурым выражением на загорелом лице, встал и оглядел комнату. Когда он начал говорить, его руки сжались в кулаки по бокам. Мы перепробовали ловушки, мы перепробовали изгороди, мы даже завели ястребов, и что мы имеем в результате? «У меня пропала половина пшеницы», — заявил он, повысив голос от разочарования. «На прошлой неделе я поймал более сотни из них только на своих полях. Если мы не примем меры сейчас, урожая не будет ни в этом году, ни в следующем». По толпе пронесся одобрительный шепот. Головы закивали, и несколько голосов поделились своими жалобами. «Я потерял весь урожай моркови», — проворчал Том Уотсон, качая головой. «Они перегрызли оросительные трубы», — добавила Линда Дэвис. «Мы не можем ремонтировать их каждую неделю». Но не все согласились с этим. Маргарет Харпер, сидевшая у окна, сложила руки на коленях. Мягкий солнечный луч осветил ее задумчивое выражение. «Что ты предлагаешь, Джеймс?» — спросила она тихо, хотя твердость в ее голосе резанула по залу. «Что мы их отравим? Расставим массовые ловушки? Это то, кем мы сейчас являемся». Джеймс повернулся к ней лицом, нахмурившись еще сильнее. «И что бы ты хотела, чтобы мы сделали, Маргарет? Позволить им разрушить все, над чем мы работали. Нам нужно кормить семьи, выплачивать ипотечные кредиты. Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Мужчина средних лет по имени Роберт Дженкинс встал, его лицо вспыхнуло. «Я согласен с Джеймсом. Мы достаточно долго терпели. Если мы не позовем их сейчас, к следующему сезону они будут превосходить нас численностью в 10 раз. Но подумайте о последствиях», — возразила Маргарет, поднимаясь со своего места. «Если мы не будем осторожны, использование яда может нанести вред другим животным, ястребам, лисам и даже нашим домашним животным. Готовы ли мы пойти на такой риск?» «Она права», — сказал Джеймс Родригес, молодой фермер, который недавно вступил во владение землей своей семьи. «На прошлой неделе я нашел на своем участке мертвую сову.
которая, вероятно, съела отравленную крысу с чужих полей. Экосистема хрупка. Если мы начнем вмешиваться в это, то можем причинить больше вреда, чем пользы. Джеймс раздраженно развел руками. Итак, каково ваше решение? Сидеть сложа руки и наблюдать, как кролики превращают наши фермы в свой личный буфет? В зале послышался негромкий гул споров. Одни были на стороне Джеймса, другие разделяли сомнения Маргарет. В конце зала Сэмюэл Миллер, фермер, известный своим спокойным поведением, наклонился вперед на своем стуле. Он внимательно слушал, сложив руки перед собой и уставившись в землю. «Может быть, есть другой способ», — наконец сказал Сэмюэль спокойным, но уверенным голосом. В комнате воцарилась тишина, когда все повернулись к нему. «А что, если мы их передвинем?» Джеймс приподнял бровь. «Передвинем? Куда?» Сэмюэл указал в сторону окна, на каменистый бесплодный участок земли за ручьем. Об этом месте никто часто не говорил. Его считали бесполезным, слишком твердым для пахоты, слишком бедным для посевов. Эта земля непригодна для сельского хозяйства. Там ничего не растет. Но, может быть, кролики могли бы жить там, вдали от наших полей. Волна недоверия прокатилась по комнате. Перевести 30 тысяч кроликов? Кто-то усмехнулся. И как ты собираешься это сделать, Сэмюэл? Пасти их, как крупный рогатый скот. Сэмюэл стоял на своем. Я знаю, это будет нелегко. Но мы перепробовали все остальное, и ничего из этого не сработало. Кролики не пытаются нас разорить. Они просто выживают, как и мы. Если мы дадим им жилье, возможно, мы сможем спасти наши поля. Возможно, мы сможем спасти и их. В комнате воцарилась тишина. Тяжесть слов Сэмюэля обрушилась на толпу. Маргарет заговорила первой. «Он прав», — тихо сказала она. «Убить их — не выход. Это могло бы решить нашу проблему на время. Но какими людьми мы были бы, если бы выбрали это? Возможно, это наш шанс найти другой выход». Джеймс вздохнул, проведя рукой по своим сидеющим волосам. «Это рискованная затея», — пробормотал он. Затем после долгой паузы кивнул. «Но это лучше, чем ничего не делать». Итак, решение было принято. В течение следующей недели фермеры Уиллоу-Брука собрались вместе, собрали тысячи кроликов и перевезли их на бесплодную землю за ручьем. Это был отчаянный план, рожденный надеждой в той же степени, что и необходимостью. Но когда грузовики с грохотом приближались к окраине города, а в их клетках было полно людей с дергающимися носами и горящими глазами, никто не мог предположить, что их ждет в будущем и как это рискованное решение повлияет на их сообщество. В день переезда в Уиллоу-Бруке было тихо. Фермеры работали бок о бок, загружая клетку за клеткой в грузовики с бортовой платформой. Дети махали кроликам на прощание, прижимая свои маленькие ручки к пыльным окнам ратуши, где они собрались, чтобы понаблюдать за происходящим. По мере того, как колонна грузовиков продвигалась к каменистым полям, в воздухе витала странная тревога, смешанная с надеждой. Сэмюэл сидел на пассажирском сиденье головного грузовика, крепко сжимая руками шляпу и наблюдая, как приближается пустынный пейзаж. Перед ними простиралась земля, огромная и неумолимая, место, где даже сорняки пытались пустить корни. Когда была открыта последняя клетка, кролики заколебались, их носы подергивались, когда они вдыхали незнакомый воздух. Затем, один за другим, они спрыгнули на сухую землю и разбрелись по полям в поисках укрытия. Фермеры молча стояли, наблюдая за тем, как разворачивается их необычный план. «Это кажется неправильным, не так ли?» — тихо спросила Маргарет, нарушая тишину. Сэмюэл кивнул,
но ничего не ответил. Он не мог избавиться от щемящего чувства в груди, от вопроса, который преследовал его всю неделю. Правильный ли выбор они сделали? В последующие недели жизнь в Уиллоу-Бруке начала возвращаться в нормальное русло или настолько приближаться к нормальному, насколько это было возможно. Без постоянного присутствия кроликов на их полях урожай начал восстанавливаться. Фермеры работали усерднее, чем когда-либо, чиня заборы и заново засевая бесплодные участки земли. Впервые за многие годы надежда забрезжила. Но не все забыли о кроликах. Поначалу фермеры внимательно следили за полем. Они ожидали, что бесплодные земли быстро опустеют, а кролики разбегутся в поисках лучшего укрытия. Но недели превратились в месяцы, а кролики остались. Какое-то время казалось, что план сработал. Урожай восстановился, и фермеры могли сосредоточиться на восстановлении того, что они потеряли. Они теперь редко выбирались в поле. Это был просто участок неплодородной земли, вдали от городской жизни и суеты. Для них кролики были вне поля зрения и из сердца вон. Но природа умеет действовать тихо, почти незаметно. С годами бесплодное поле начало меняться. Это начиналось медленно. К началу 1980-х годов сквозь сухую землю начали пробиваться зеленые пятна. Травы прижились, их корни скрепили почву и удерживали влагу. Вскоре за ними последовали другие растения. Семена, принесенные ветром, птицами или даже случайно, начали укореняться. Земля, которая когда-то считалась безжизненной, начала размягчаться и темнеть. Трансформация не была драматичной, по крайней мере, поначалу. Несколько. Фермеры заметили изменения, когда время от времени проезжали мимо поля. Трава стала гуще, воздух казался свежее, а земля больше не выглядела такой пустынной. Но было легко отмахнуться от этого, поскольку природа просто делала свое дело. У фермеров были другие дела, на которых они могли сосредоточиться: посадка, сбор урожая и воспитание своих семей. Однако к 1990 годам игнорировать изменения стало невозможно. То, что когда-то было пыльным, бесплодным участком земли, теперь сияло жизнью. Поле покрывали полевые цветы всех цветов радуги. Их лепестки колыхались на ветру. Воздух был наполнен насекомыми, которые с жужжанием перелетали с одного цветка на другой. В густых зарослях гнездились птицы. Их крики нарушали тишину, которая когда-то царила в этом районе. Маленькие существа сновали между травами, находя пищу и убежище в том, что неожиданно стало настоящим убежищем. Это были уже не просто кролики. Поле превратилось в самостоятельную экосистему, которая, казалось, процветала без какого-либо вмешательства человека. Трансформация не осталась незамеченной. Местная учительница привела свой класс на прогулку по полю, восхищаясь неожиданной красотой. «Как будто кролики разбили сад», — заметил один ребенок. Название «Кроличий луг» прижилось, но большинство жителей Уиллоу-Брука по-прежнему считали это не более чем странностью. 50 лет спустя, летом, Уиллоу-Брук совсем не походил на тихий фермерский городок, каким он был полвека назад. Там, где пыльные дороги когда-то вились через акры возделанных полей, теперь располагались мощеные улицы, где процветало сообщество. Город рос, модернизировался и двигался дальше. По крайней мере, так казалось. Внук Сэмюэля Миллера, Майкл, слышал эти истории всю свою жизнь. В далеком 1980 году фермеры приняли отчаянное решение выгнать 34 тысяч кроликов на бесплодное поле за городом.
В детстве эта история казалась ему странной местной легендой, сказкой на ночь, которую рассказал ему дедушка, чтобы научить его принимать трудные решения с надеждой. Но теперь, став взрослым, Майкл был близок к тому, чтобы узнать, насколько реальными и неожиданными были последствия этого решения. Майкл работал фотографом дикой природы и путешествовал по стране, чтобы запечатлеть самые отдаленные и красивые уголки природы. Он не был в Уиллоу-Бруке много лет, но когда местная экологическая группа пригласила его сфотографировать уникальную экосистему за пределами его родного города, любопытство заставило его вернуться. Когда Майкл добрался до края старого поля, которое теперь называется Кроличий Луг, он не поверил своим глазам. Земля, которую его дед описывал как бесплодную и безжизненную, была неузнаваема. Сочная трава расстилалась зеленым ковром, испещренным полевыми цветами всех мыслимых оттенков. По краям луга росли высокие деревья. Их корни пробивались сквозь почву, которая казалась невероятно густой и темной. «Это не может быть тем же самым местом», пробормотал Майкл себе под нос, инстинктивно поднимая камеру. Но когда он шагнул чуть дальше по лугу, его внимание привлекло какое-то движение. Сотни кроликов, их шерсть блестела в солнечных лучах, метались между кустами и норами. Они были повсюду, и они были не одни. Птицы парили над головой, их песни наполняли воздух. Пчелы и бабочки порхали между цветами, а мелкие млекопитающие сновали в подлеске. То, что когда-то было бесплодным, теперь изобиловало жизнью. Когда Майкл настраивал камеру, за его спиной раздался голос. «Вы, должно быть, Майкл Миллер». Он обернулся и увидел приближающуюся женщину, в руках у которой был блокнот с набросками и схемами. Она представилась как доктор Элис Картер, эколог, которая последние 10 лет изучала Кроличий Луг. «Я умирала от желания познакомиться с тобой», — сказала она с улыбкой. «Решение твоего деда — причина, по которой все это существует». Майкл нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Это было просто бесплодное поле. Кроликов выбросили сюда, потому что это было бесполезно». Доктор Картер кивнул. «Именно это и делает это место таким захватывающим. Кролики не просто выжили, они преобразили эту землю. Их норы аэрировали почву, позволяя воде и питательным веществам проникать глубже. Их помет обогащал почву, создавая благоприятные условия для роста растений. С годами семена, переносимые ветром и животными, пустили здесь корни, и экосистема начала перестраиваться. Майкл уставился на нее, не веря своим глазам. «Вы хотите сказать, что захоронение 30 тысяч кроликов превратило это в такое?» Доктор Картер рассмеялась. «Не за одну ночь, но да, по сути, именно это и произошло. То, что началось как отчаянный шаг по спасению урожая, случайно привело к созданию одной из самых разнообразных по биологическому составу экосистем в регионе. Молва о Кроличьем Лугу распространилась далеко за пределы Уиллоу-Брука. Экологи, ученые и туристы стекались в этот район, чтобы увидеть неожиданное чудо. Сообщество, которое когда-то было смущено историей об их отчаянном поступке, теперь гордилось тем, во что это превратилось. На небольшой церемонии, посвященной 50-й годовщине переселения кроликов, Майкл стоял на трибуне. Его голос был ровным, но эмоциональным, когда он обращался к собравшейся толпе. «Мой дедушка никогда не мог себе этого представить», — начал он. Он не знал, что произойдет, когда они сделают этот выбор, но он верил в то, что нужно стараться поступать правильно,
даже когда результат был неясен. И теперь, 50 лет спустя, мы стоим здесь, в месте, которое доказывает, что надежда может укорениться самым неожиданным образом. Толпа разразилась аплодисментами, но Майкл еще не закончил. Что меня больше всего поражает, так это не только луг или дикая природа. Именно так эта история напоминает нам о том, что даже самые незначительные, самые неуверенные действия могут иметь последствия гораздо большие, чем мы когда-либо мечтали. Сегодня Кроличий Луг – это процветающий природный заповедник, привлекающий посетителей со всей страны. Фермеры, которые когда-то боялись потерять все, теперь с гордостью рассказывают историю своего решения, рассказывая будущим поколениям о стойкости, сострадании и удивительной силе природы. А в тихом уголке луга, спрятанном среди полевых цветов, стоит небольшая мемориальная доска. На ней написано: в 1970 году фермеры Уиллоу-Брука сделали свой выбор. Этот луг – наследие их надежды. Стоя перед мемориальной доской с фотоаппаратом в руке, Майкл подумал о своем дедушке и прошептал: «Ты был прав, дедушка. Иногда достаточно просто постараться. Какая невероятная история! Вы когда-нибудь были свидетелями чего-то неожиданного в природе или видели, как последствия незначительного решения перерастают в нечто удивительное? Дайте нам знать в комментариях ниже.